Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября 1828 года в Ясной Поляне. Толстые – старинный русский дворянский род. Его отец Николай Ильич Толстой был полковником. Мать Толстого, Мария Николаевна, была княжной из старого рода Волконских. Толстой рано потерял родителей. В 13 лет он переехал в город Казань к сестре своего отца. Здесь Толстой жил 6 лет. В 1844 году будущий писатель поступил в Казанский университет, но проучился в нем недолго. Уже через 3 года Лев Николаевич оставил учебу и уехал домой, в Ясную Поляну. В 1850 году Лев Николаевич переехал в Москву, где начал писать детство, отрочество и юность. Этот год стал началом его творческой карьеры. Часто Толстой писал о тех событиях, в которых участвовал сам. Например, в повести «Казаки» он рассказывает о службе на Кавказе во время Кавказской войны. А в севастопольских рассказах Толстой говорит о Крымской войне, в которой он принимал участие. Неудивительно, что Толстой всегда был против войны. Вот одна из его цитат. «Война – противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». С 1856 года Толстой жил в Ясной Поляне и все силы отдавал литературной работе. Там он писал главные свои произведения «Анна Каренина» и «Война и мир». Сегодня эти романы известны во всем мире. Лев Николаевич в Ясной Поляне сам работал в поле, помогал крестьянам, участвовал в строительстве школ для крестьянских детей. Он сам читал детям сказки и делал деревянные игрушки. Для детей он написал азбуку, а также создал такие известные сказки, как «Филиппок», «Лев и собачка», «Три медведя». Умер Толстой в 82 года от долгой болезни. На похороны пришли несколько тысяч человек. Друзья и поклонники писателя, местные крестьяне и московские студенты, а также полицейские, которые следили за порядком. Толстой был отлучен от церкви за свое вольнодумство, поэтому завещал похоронить себя в месте своего детства. Писатель был похоронен в Ясной Поляне, в лесу недалеко от дома. На его могиле нет ни креста, ни памятника, ни эпитафии. Лев Толстой оказал большое влияние на эволюцию европейского гуманизма и на развитие реалистических традиций
в мировой литературе. Писатели Ромен Ролан, Франсуа Мориак и Роже Мартен Дюгар во Франции, Эрнест Хемингуэй и Томас Вульф в США, Джон Голсуорси и Бернард Шоу в Англии, Томас Манн в Германии, Август Стриндберг и Артур Лундквист в Швеции, Райнер Рильке в Австрии, Элиза Ожешко, Болеслав Прус, Ярослав Ивашкевич в Польше, Мария Пуйманова в Чехословакии, Лао Ше в Китае, Токутоми Рока в Японии. Все они считали Толстого своим учителем.